Всем привет! Сегодня просто обалденная погода. Знаете, несколько дней подряд шли дожди. Мои розы очень сильно пострадали. И я пока не начались новые сезоны дождей, я хочу вот прям на фоне них сейчас сделать видео для того, чтобы ну хоть как-то их запечатлеть. За мной там видно их или нет. Я сейчас, прежде чем начну рассказывать, покажу вам. Ой, сейчас. Вот еще начинает цвести. Смотрите, какая красота. У него необыкновенный цвет. Такой персик с розовым. Кончики розовые. А сам такой персиковый. Еще много-много бутонов. А еще вот покажу. Это такой махровый мак. Представляете, он здесь как роза прям. Ничем не пахнет. Розы пахнут, и вот этот пахнет. А маки не пахнут, но они такие красивые. Вот. А рассказать я вам хотела сегодня совсем не про розы. Рассказать я вам хотела про свое маленькое хобби, которое я внашивала, можно сказать, наверное, со школьных лет. Вот так давно. Смотрите, когда я училась в школе, мне казалось, что у всех моих одноклассников, одноклассниц есть какое-то хобби. Каждый вот что-то собирает, да. Одни подружки собирали какие-то открытки, причем там одна собирала только открытки с цветочками, другие собирали марки, третьи собирали там открытки только новогодняя тематика, да, вот эти вот советские открытки с новогодней тематикой. Четвертые собирали какие-то фантики, да, ну вот у всех что-то было, все что-то собирали, всем было чем заняться, скажем так, да. И как-то они это оформляли, знаете, придешь в гости там, к подружке какой-нибудь, а она показывает свою коллекцию, у нее там какие-то коробочки, они как-то оформлены, все как-то разложено там, все вот это как-то продуманное, и она так бережно к этому относится. И вот у каждого, вот мне казалось, что прямо у всех. Ну, на самом деле, конечно же, не у всех, знаете, это вот подростковое такое мышление, что вот у всех есть, а у меня нет, да, и я этим тоже страдала. И мне казалось, что вот, ну, у всех есть хобби. У всех есть, вот именно даже не хобби, а что-то собирают, да. И были даже какие-то там экзотические такие моменты, то есть кто-то собирал каких-то игрушки, да, какие-то уже такие вещи, в которые ну, не каждый мог себе тогда позволить, то есть какие-то, например, только мягкие мишки, только там какие-то куколки, но в те времена не у всех была такая еще возможность, и это было ну, уже такой редкостью, да. Вот. Ну, в основном, ну, хотя бы что-то кто-то, ну, собирал. Ну, по крайней мере, у меня такое было представление, что вот все что-то собирают, одна я ничего не собираю. И такое чувство было, что я какая-то неправильная. Но, с одной стороны, было вот это чувство, что я какая-то неправильная, что я ничего не собираю. Какая-то я как пустышка, да? Как-то ощущение такое было пустое, ненаполненное на фоне остальных. А с другой стороны, мне было неинтересно собирать то, что они собирают. Вот я про себя просто спрашивала, хочу ли я собирать там... Ой, какой-то большой жук пролетел. Я себе спрашивала, ну, допустим, буду я собирать открыточки. Вот я решила, я собираю открыточки. А мне неинтересно. И вот я никак не могла найти, ну, что мне будет интересно, что я хочу собирать. И вот это чувство меня, ну, не скажу так, чтобы оно меня прямо мучило, но окружение, оно все-таки, ну, скажем так, много влияет на твое мышление. Да, нет, но и все равно оно пытается повлиять на тебя. Такое ощущение, что соседи скоро зайдут в мой двор. Вот. И всегда вот
в поиске таком была, да, то есть не могу сказать, чтобы я прям мучилась этой мыслью, но она меня вот периодически так это подергивала меня за какие-то ниточки, там нервные мои клеточки, подергивала, типа, ну что, давай, ты уже придумала, чем ты будешь заниматься, что ты будешь собирать. И вы знаете, я так вот долгое время, то есть в школьные годы я так и не нашла, что я хочу собирать. Ничего не собирала. Даже когда я уже повзрослела, тоже не сразу определилась. Нашлось оно само собой. Вот то, что легло на душу, и то, что вот оно как-то спонтанно само пошло. И я уже даже, в общем-то, и не искала, что же я буду собирать. То есть у меня, когда я повзрослела, уже не волновала сильно эта мысль, потому что уже была работа, там учеба вначале, потом работа, родился ребенок, там куча других забот была. Там как-то уже не думаешь о том, чем бы начать собирать. Других забот навалом, других дел навалом, и уже как бы не думаешь об этом. И мы начали вот путешествовать, когда ребенок немножечко подрос, уже такой, что дочка была уже в таком возрасте, что с ней можно было путешествовать, мы начали потихонечку ездить по миру. Да? И вдруг в каком-то путешествии, в одном из первых, там, я обратила внимание, знаете, вот везде есть магазинчики для туристов, то есть там какая-то всякая вот туристическая мишура вот это продается, да, которую залипаешь, стоишь, как вот так вот смотришь, она тебе вообще нафиг не нужна, но ты все равно залипаешь и смотришь, да? Все эти какие-то яркие штучки, магнитики, там вот это вот все. И я обратила внимание, что в этих магазинчиках продаются миниатюрные, значит, практически везде продаются такие тарелочки. И обратила вдруг внимание на чашечки. Вот маленькие чашечки. Не стопочки, не стаканчики, а именно миниатюрные. То есть это даже не кофейные чашечки, а это еще меньше. То есть они чисто сувенирные, чисто декоративные. Такая маленькая штучка, которую можно с собой привезти. И я не знаю, что мне где-то вдруг щелкнуло. Я буквально уже с первой покупки я решила, все, это я буду собирать эти чашечки. Во-первых, это непросто, потому что для того, чтобы приобрести новую чашечку из новой страны или города, туда нужно съездить. Да? То есть уже такая сложность этого процесса появляется, уже интересно преодоление этой сложности. Второе, именно не стаканчики, не стопарики вот эти, они чаще всего, кстати, попадаются во всех странах, именно стекляшки вот такие. А мне стекляшки неинтересные были. Мне понравились именно, когда они керамические, вот что-то в них какое-то такое миниатюрное, какое-то тепло, какой-то миниатюрный кусочек этой страны. Вот. И, Луна, а что ты там ешь? Ты палочку нашла? Собака какую-то палочку. Дай сюда мне ее. Дай. Ох ты глупость. Дай мне ее. Отдай. Ты пришла мне ее показательно съесть передо мной. Ага, выплюнула. Щепочку выплюнула. Давай вот так туда закину. Все, нету. Где твой мячик? Где твой мячик? Иди мячик принеси. Дай мячик. Нету. Извините, отвлеклась. Боялась, что собака наестся чего-нибудь не того, что надо. Иди мячик дай мне. Дай. Вот. И я вот, знаете, как-то оно так произошло, что я практически с первой покупки вот такой декоративной чашечки я уже про себя решила, что, моя хорошая, я уже решила, что все, вот я буду собирать это. То есть, оно как-то, знаете, вот оно случилось само. Вот так просто совпало. И с тех пор я, куда бы я ни поехала, где бы я ни была, у меня всегда стоит задача найти в этом месте маленькую чашечку, что ты ищешь. Мухи летают. Всегда задача найти вот именно такую маленькую чашечку, которую я... которую я привезу домой и дополню ею коллекцию. Вот вы знаете, я так много лет собирала, и я это никак не оформляла. То есть я их насобирала, сейчас покажу, это не все, это часть вот таких маленьких чашечек.
Я вам еще их покажу все в подробностях в этом фильме. Вот, какие-то чуть побольше, какие-то чуть поменьше, какие-то в виде даже сапожка. Ну, у них, видите, есть ручечка. Здесь вот, кстати, не самые маленькие. Но смысл был в том, что найти такую емкость. Вот, покажу Болгария. Вот такие керамические. Найти такую емкость, которая меньше даже, чем кофейная. Ну, не больше. Но не везде, конечно, находились такие. Симпатичная, отображающая местный колорит. Вот такая даже, это даже не чашечка, такая вот емкость. Вот, отображающая местный колорит, какая-то особенная такая чашечка, которая, вот из Эстонии, кстати, вот, которая будет вот как символ того места, куда я ездила. Вот, и я их собирала и складывала в коробочку. Потом, значит, появилась следующая проблема. Как их красиво оформить. Потому что я думала, я смотрела в интернете, в Пинтересте разные варианты, как это можно сделать. И есть такие какие-то, знаете, в виде такого дерева, и вот так вот веточки торчат, можно подвешивать. Но мне кажется, так не видно вот эту красоту самой чашечки. Как-то они, когда висят, как-то скрывается все-таки вот эта красота. И осмотрела еще какие-то варианты, там, как их подвешивают каким-то образом так на стенке. Луна мне приносит мячик теперь играться. Вот. Ну, мне вот ничто не нравилось. И знаете, у меня эти чашечки уже много-много лет стоят не оформленные. Вот я езжу, собираю их, и они у меня стоят. В этом году я уже все решила. Все, я их сейчас оформлю, и я хочу их повесить на стенку. Смотрите, я долго искала для них специальную полочку, и это оказалось достаточно проблематично. То есть полки, которые я смотрела, готовые такие, знаете, как ячеечки. Я хочу, чтобы каждая чашечка была в своей ячейке. И не просто вот они в ряд стояли на полке, они как-то, знаете, так, они сливаются в единое. А когда каждая в своей ячеечке, то получается у каждой чашечки как бы свое пространство, и она как-то становится более оформленной, да, какая-то ценность у каждой из них появляется. И они так интересно смотрятся, их интересно разглядывать, когда они не в одну кучу, а вот когда есть какие-то между ними разграничения, стеночки. Вот тогда они смотрятся, вот, ну, на мой взгляд. И я искала такую полку, знаете, я пересмотрела, по-моему, все китайские полки, которые только они делают. Проблема была в том, что либо они слишком узкие, то есть настолько узкие, что там всего даже меньше 3 сантиметров. То есть это совсем для маленьких каких-то деталечек такие есть полки прикольные. Либо они уже слишком большие, такие, что туда прямо целую чашку можно поставить, большую, но это слишком большое такое, большая получается, слишком такая, большое пространство для каждой чашки, слишком большое. Я долго искала, но я нашла. И у меня есть чашечки, которые чуть поменьше, есть чуть побольше. И есть еще такие нестандартные, они такие какие-то вытянутые, да, как вот я показывала, какие-то чуть пошире. Вот, я нашла 2 варианта, они чуть-чуть по размеру разные, эти полки, но нам удалось их так соединить, так сделать, что мы выровняли эту глубину за счет того, что там те, которые поуже, полочка чуть-чуть подогнали под размер, и, в общем, чтобы все на стене, чтобы все выглядело красиво, как будто они одной глубины, а на самом деле они не одной глубины. Вот. Ну и размеры нашла, долго искала, и сама их красила, сама делала, потому что не было готовых таких вот беленьких полочек, а мне нравятся белые. Я думала вначале сделать их деревянного цвета и покрасить их морилочкой такой и маслицем для дерева, да. У меня есть очень хороший цвет такой даже. Но потом, знаете, я отказалась от этой идеи, потому что на темном дереве, знаете, малейшая пылинка очень сильно видна. Вот эти ячеечки, вы знаете, они мне просто вынесут мозг тем, что, ну вот,
чуть-чуть даже если есть пыль, вот буквально день-два, и все равно какая-то пыль все равно падает. Ну, невозможно как бы каждый день их вытирать потом. Это будет раздражать меня. А когда полки белые, на них не так сильно видно пыль. Да, и даже если там чуть-чуть собралось, и сейчас я не могу там проводить уборку, ну, по крайней мере, меня это не будет раздражать, это не так выводит из себя, и выглядит все более аккуратно. Поэтому я выбрала белый цвет. Ну, и стены, в принципе, у меня белые, поэтому белое на белом, белое на белом прекрасно. Собаке скучно. Вот, я для вас сняла процесс, как мы сделали эти полки. И я сейчас вам покажу, как я их буду туда расставлять. Я сейчас еду с работы, заеду на местный блошиный рынок. Там у нас почтовое отделение, мне пришла посылка, и я там заказывала чего-то. И заодно, знаете, я в прошлый раз, когда там была, там, пока стояла в очереди, издалека в витрине увидела, что стоят маленькие 2 чашечки. И я подошла когда ближе. Это были вот такие вот маленькие чашечки, как я собираю, но они были производителя Муми. Это финский бренд. Вот, эти мумики, что-то они были там по 4 евро. У меня, к сожалению, была такая спешка, я так спешила, мне нужно было куда-то бежать, и я решила, что я в следующий раз зайду и куплю этих мумиков, потому что, ну, кому они там нужны, господи, такие маленькие чашечки. То есть это же не обычные чашки, из которых пьют, а такие сувенирные. И я сейчас, ну, это было уже, знаете, ну, где-то месяц назад, и я очень боюсь, что их там не будет, потому что я про них просто забыла, что я их там видела. Я еще про себя так подумала, что мне надо будет как-нибудь зайти в ближайшие дни, когда у меня будет побольше времени, и взять эти чашечки, потому что они очень классно подходят к моей коллекции. И вы представляете, я просто про них на какое-то время потом забыла. Дела всякие, поездки и так далее. Я просто про них забыла. И вот сейчас, когда мне пришла новая посылка, я вспомнила, блин, я же хотела там эти чашечки купить, а вдруг их там не будет. Я теперь поеду, посмотрю. Очень надеюсь, что там есть они, потому что они такие холесенькие были, прям вообще, и недорого. Вот. Так что поеду смотреть. Ну вот смотрите, на нашем блошином рынке, здесь в Нурмиярве, есть очень много вообще чашек с мумиками. Если кто коллекционирует, то вот их прям огромное количество. Не могу сказать, что они там какие-то супер дешевые, но, наверное, если собираете вот обычных размеров чашки, то вам сюда точно можно собрать очень много. Вот эти вот, кстати, поменьше чуть-чуть, такие как кофейные мумики стоят. Ну, картинки не видно, там все ценниками залепили. Но это тоже из серии мумиков. Вот. Вот стоимость 10 евро, да. То есть они плюс-минус такой стоимостью. Для коллекционеров это классная находка. Ну и итало посуды, кстати, у нас много. У нас очень много брендовой посуды продается. Вот это какие-то, знаете, целая партия большая вот таких декоративных тарелок. Это тоже производитель Арабия, ну, финский знаменитый, да, бренд. И вот 84 года тарелочки. Они все в одном стиле сделаны, но с разными картинками. Симпатичные вообще. Ничего лишнего. Интересные. Красиво сделаны, да? Мне просто уже некуда. Вот тоже, это тоже Тайка, по-моему, серия называется. Чудо. Вот. И толстаканы тоже. Очень много брендовые. Вот и для любителей ломоносовской посуды тут есть чем поживиться. Тоже как бы цены такие недешевые. За одну тарелочку 6 евро. За одно блюдечко, да? Вот чашечка 9 евро. Ну так, да. Ну, для любителей, как бы, да, хорошая находка.
Очень много всякой такой посуды продается. А вот то, зачем я охочусь. Вот они. Малюсенькие такие классные. Вот здесь они за стеклом и за замком. Представляете, мне нужно было просить, чтобы открыли витрину. Вот мне открыли витрину. Я купила еще, кроме этих чашечек, вот такие вот классные тарелочки. И нашла вот этот вот кувшинчик еще. Вот. И рядом с этим Верин Кирпич, это называется, где я была. Рядом с этим есть еще вот такой маленький блошиный рынок с антик, такой наклонностью, да, античная посуда. Вот еще одна находка для моей коллекции. Ведерко. Не чашечка, конечно, но тоже подходит. Прикольно. Беру. Смотрите, что случилось. Я только что купила ее. И пока несла, я в руках вот так несла и чуть-чуть придавила буквально. И она такая хрупкая оказалась, прям ручка оторвалась. Вот такое несчастье. 1 евро жалко. Такой холесенький, желтенький. Не знаю, приклею или нет. Я вообще не люблю разбитую посуду, конечно, хранить. В общем, не доехал он домой. С ним произошло несчастье. Поехали дальше. Че рано-то? Ты их вымеряешь? Отчикать. Угу. Это 2 уже ты скрепил, да? Да. Ага. Класс. Угу. О, здорово. Тут кто-то носом открывает двери. Это было. А, это была лишняя деталь? А, вот как. Ты их укоротил. Да. Класс. Я долго искала полочку правильную для своих чашечек. Нигде не было такой, чтобы вот мне подходила под мои цели. Или слишком огромные, или еще какие-то. А эти прям подобранные. Осталось только чуть-чуть еще допилить, собрать и повесить. Вот такую соединение. А потом их между собой. Можно между собой. Класс. И будет такой. Ну вот я думаю, выравнивать по центру, они чуть-чуть разные, или все-таки как мы решили, вот по центру, как мы решили, или по низу. Ну, смотри сама. Вот прям я разрываюсь. Что, по идее, если по низу выровнять, тоже, когда она такая будет интересная, такая раз сверху. Ну да, у нее немножечко получается середина выступает, но давай по низу. Что-то мне сейчас нравится больше по низу выравнивание. Все-таки. А? И вот так вот ровно. Да, по низу ровно. Нет, по низу ровно. И эту тоже ровно. Да, да, да. То, что на одном уровне, да, это здорово, если ты приподнимешь. Вот так вообще супер. А ну-ка, если теперь по центру выровни, как выглядит? Если по центру. И когда по центру, то как-то клеточки более логично. Хотя нет, не очень нелогично. Не так, нелогично. Вот по низу как-то все-таки хоть какая-то линия, но вырисовывается, да? Если потом украсишь, там и не видно будет, что оно неправильно. Чем я его сверху украшу, чтобы не видно было? Рюшечки всякие. Какие рюшечки? Нет, фу, нет. Никаких рюшечек. Фу, фу. Нельзя. Фу, нельзя. Брось каку. Не, никаких хрюшечек там не будет. У тебя опять непонятная ситуация. Не прыгай на меня. Ну, теперь тебе туда надо. То туда, то обратно. Собаке нужно везде быть. Да. Чей тут хвост виляет?
Я пришла смотреть, и она пришла смотреть, что тут происходит. Да? Тебе интересно? Угу. Ты уже их окончательно закрепляешь, да? Так, не облизывай мне камеру. Вот, ну что ты лезешь? Не дает мне не снимать, не смотреть. Прям на меня лезет. Отойди ты. Иди в баню. В баню не пускает меня, ты видишь? Толкается. Ты что толкаешься, наглая собака? Я иду смотреть, она мне камеру из рук выбивает. Наглая морда. Сидит такая, наглючая. Фу. Да. Ты их так аккуратненько соединил между собой. Да, козырек мы тебе даем. Я тебе облизну козырек, да? Лезет везде. Вот тебе именно сейчас надо тут пройти. Иди уже. Ничего, хорошо получилось. Аккуратненькие такие штучки. Вот этот держи, чтобы он не проехал вперед. Угу. Дизю. Сколько у нее этих креплений? 1 000 000. По 4 в разные стороны. По 4 в каждой. Жесть. Так, 4. Так, 2 и там 2. Еще 4. Капец. Уже не терпится в него эти чашечки расставлять. Целая выставка получится. Класс. Вообще круто то, что ты выровнял их в один уровень. Потому что я как раз на эту тему думала, что эти более мелкие, а эти более глубокие. Вот их покажу. Вот. Вот эти более мелкие. Но снаружи это будет выглядеть как единое целое. То есть вот здесь не будет перепада высоты. Так скрепили, что... Что от меня нужно? Какая? Ну, во-первых, нужно определиться, где она будет висеть. На стене. No shit, Шерлок. Так. Но. Да. Нет, не нужно. Мне нужно, чтобы ты помогла мне. Во-первых, нужно сказать, где она будет, потом нужно поставить уровень и сделать там, где дырочки просверлил. Шилом можно Я дырки сделать. думаю, что ее надо вешать левее, потому что посередине я хочу какую-нибудь картину. Так. Где-то да, вот так. Вот так, да, собаке нравится, когда ее пылесосят. Вот так, собаке нравится. Нет, кусать нельзя его. Давай лапку. Вот так, попылесосим лапочку. Смотрите, что у нас получилось. Вот такой получился стеллажик. Мне он очень нравится. Я вообще довольна тем, что наконец-то я сделала оформление для своей коллекции небольшой. Давайте покажу, что у меня здесь есть. Значит, основной целью у меня, конечно же, было собрать вот такие вот малюсенькие чашечки. Сейчас я уменьшу вот так. Вот такие вот маленькие, самые маленькие люблю собирать, да, то есть чем меньше, тем лучше. Вот, чтобы понятно было размер, вот, да, вот такие малюськи. И самая маленькая в моей коллекции емкость керамическая, это вот, да, вот такая маленькая, это с Тихань, Венгрия. Куда резкость убежала? Резкость хочет убегать куда-то.
Вот, это самая у меня маленькая. И так как у меня цель собирать керамические, а не стеклянные, железные, в основном я стараюсь собрать маленькие керамические, да, какие-то емкости, кувшинчики или чашечки, ну вот что-то такое с ручечкой желательно. Ну, тут втесался у меня глиняный домик из Варшавы, не могла удержаться, не купить его. И вот эти вот по центру самые любимые, самые малипуськи. Ну, в качестве исключения у меня еще есть и вот такая тарелка. Это Таллин, Эстония. Это даже, кстати, магнитик, но он хорошо туда вписался. Вот для сравнения моя рука, да, вот мой палец. Такое, ну, маленькое. Вот. Показываю. Это Санкт-Петербург. Ну, это наклеенные, ну, как это, с фотографии, да, вот такие вот переведенные рисунки. Ну, не могу сказать, что я их очень люблю, но с видами города еще, как говорится, ладно. Но больше я люблю, знаете, такие, ну вот, когда, например, да, вот эстонская чашечка, она такая, как будто сделана из дерева. И она такая аутентичная. Вот такие мне нравятся. Они как-то более мне нравятся. Вот это Балатон. Это из Венгрии такой кувшинчик. Это Хаапсалу, опять Эстония. В Хаапсалу 2 раза отдыхала. Кстати, из Хаапсалу у меня, по-моему, и вот этот тоже из Хаапсалу. Хотя я не уверена, это может быть из Ракверы. Вот это вот из Ракверы маленькая. По-моему, это тоже из Ракверы. Я, по-моему, там вот такую прелестюшку купила тоже. Так, дальше это Шумег, где резкость, куку. Это Шумег, и это, оно как бы с магнитиком даже такое, но нормально мне в коллекцию подходит. Это из античного магазина какая-то венгерская пекарня, которая известна всем, с 1854 года существует. Это венгерская пекарня Холлохаза. Вот венгры знают это. Мне, ну, мало о чем говорит, мне там что-то продавец рассказывал, я туго в это понимаю. Из того же античного магазина у меня вот эти мини-вазочки вот такие. Вот. Это все из одного и того же античного магазина, и это один и тот же производитель. Вот такие красивые. Балатон написано. Яхточки. И здесь вот те же самые штампы, что и там. То есть это какая-то такая их какая-то местная знаменитость. Вот у меня получается здесь еще есть. Это финские мумики. Это настоящий бренд Муми. Вот такие чашечки, которые я вам показывала. Я за ними охотилась на блошином рынке. Здесь много картинок. Я 2 купила одинаковые чашечки. Одну поставила этой стороной, вторую этой стороной. И получилось как будто 2 разные. Ну вот, маленькие чашечки на этом у меня заканчиваются. Тут у меня получился свободный стеллаж. Как говорится, еще есть место для путешествий. И вот по бокам, получается, у меня более крупные ячейки для более крупных чашечек. Ну, крупные это относительно крупные, то есть это уже, ну, приблизительно размер такой маленькой кофейной чашечки, да. Тоже купленные все-таки в магазинах для туристов, такие как сувенирные, они все-таки больше. Это вот Словения, такой в виде замка ручка, симпатичная, да. Вот, это у нас Пиран, это тоже Словения, очень красивая чашечка, и вот сзади тут карта, да, очень мне нравится. Вот такие аутентичные, не с наклеенной, как бы не просто картинка наклеена, а еще вот какой-то выпуклый рисунок, есть какая-то роспись. Ну, это я показывала, это, скорее всего, из Ракверы, очень оригинальная. Это у нас
Прага. Это у нас Чехия, Прага. Вот такой сапожок. Вот такая симпатяжечка маленькая. Дальше. В Польше я ожидала больше выбора, но, наверное, не там ходила. По рождественской ярмарке ходила, ну вот такая мне попалась, это единственное, что там было. Ну, такая прямо черная с красным. Драма. Драма Queen у меня есть тут. Вот это. Это понятно, всем объяснять не надо. Греция. Ну, в Таиланде почему-то керамики не было. Что было, то взяла. Взяла стеклянную, хотя не очень я их люблю, но что поделаешь. Это Мальта, тоже дочка привезла с Мальты, там тоже почему-то с керамикой сложности. Дальше, это Будапешт, кто-то мне привез. Это у нас тоже раквере, очень красивая, мне она нравится, керамическая такая. Вот там оно все какое-то такое было под кость сделанное. Очень много почему-то в раковере. Малюсенький городочек, а столько красоты. Ну, это тоже понятно, да, объяснять не нужно, что это Греция. Это что у нас там? Не вижу издалека. Ой, господи. Так. Вина Рос. Это мне кто-то привез. Слушайте, вот я даже не помню, чтобы я такое покупала. Это, по-моему, кто-то мне в подарок. Так, дальше. Ну, вот в Египте тоже была сложность найти керамическую чашечку, но нашла вот такую вот, да, железненькая, из чего-то сделанная. Аж 5 евро стоила. Можете себе представить? Где резкость, алло? Резкость. Вот. 5 евро стоило. 7 долларов 5 евро. Можете себе представить? За вот эту железячечку со стразиками. Но да, нету у них керамических там. Ну, не было, когда я была. И вторая у меня от них, это вот такой стопаричек. Он маленький тоже. Так, это тоже Словения. Это, по-моему, Греция тоже. Ой, не дотянусь. Так, ну, эту сторону я вам показала. Сейчас я перейду на другую сторону. Так, мне вот с этой стороны удобнее теперь показывать. Тут у меня, ну, такая она не маленькая, не большая, но тоже такая малипусечка, Прага, да. Вот люблю я, когда вот такая ручная работа. Так, у меня там машинка постирала, извините, если слышно, как пищит. Вот такая Прага, глиняная. Вот такие мне нравятся чашечки. Ну, это понятно, да, Швеция, викинги, такой рог изобилия, да. Болгария в своем репертуаре. Прикольно, да? Ну, вот у них такая. Вот у них такая. Дальше. Это тоже Болгария, просто флаг, но симпатично тоже. Слушайте, вот это на блошином рынке Финляндии взяла вот этот вот голубой кувшинчик. Мне кажется, он откуда-то... Вот мне почему-то кажется, что это Марокко. Вот не знаю почему, но не могла пройти мимо. Такая малипусечка синяя. Вот видите, в руке какой он маленький. Вот такой вот синенький. Вот такой он хорошенький кувшинчик. Почему-то я считаю, что это Марокко. Не знаю почему. Ну, тут корзиночка. Это не чашечка и даже не кувшинчик, но пока в качестве исключения Тихань. С Тихани. На Тихане в Венгрии там у них лавандовые поля есть, и там очень любят они эту лавандовую тему, и поэтому там очень много этой тематики. Вот это тоже оттуда. Ну, они считают это, знаете, как местный такой Прованс. Там у них лаванда тоже растет, продается всякое мыло из лаванды, мороженое из лаванды, там этой тематики очень много. Вот. Рига, вот тоже прикольно, да, то есть из глины такой город вылепленный. Очень симпатичная, мне нравится.
Идем выше. Хевиз, это кувшинчик с Хевиза, это тоже Венгрия, озеро, термальные воды, термальное озеро лечебное. Это тоже Венгрия, да, не ошибаюсь я. Да, Балатон, вот карта Балатона такая древняя, да, вот он Балатон. Вот такая чашечка, прям уже она такая высокенькая. Так, дальше поехали. Ну, что тут рассказывать, тут все понятно, да. Тут такие две ручечки оригинальные. Это Алания, Турция. Там у нас тоже носила. Так, и вот мне, это не я сама, это мне подарили, привезли. Это Волгоград из России, родина-мать. Вот. Тоже как, ну вот фотографии, виды города, да, как-то они еще оформлены вот так. Вот такая есть. Так. Ну, это кораблик Эсперано тоже, но он там временно пока много места. Вот еще. Это тоже, хоть я собираю чашечки, вот такие миниатюрные тарелочки могу иногда позволить себе все-таки добавить их в коллекцию. Это тоже на блошином рынке финском я взяла вот такую малипуську. Я не понимаю, что это за бренд, но это какая-то античная. Вот, то есть она вот такая интересная, очень красивая классика такая картина. Она как-то, знаете, ну, симпатично смотрится в моей коллекции, скажем так. Вот. Ну вот и вся моя коллекция. На данный момент все, что у меня есть, я вам показала. У меня получается верхняя часть еще полностью не занята. И желательно искать малепусенькие чашечки, за которыми я охочусь. Ну а для тех, которые покрупнее, еще есть немножко места. Ну хотя маленькие какие-то можно оттуда убрать. Например, вон ту можно тоже в те ячейки переставить. Вот, но хочу все-таки именно маленькие-маленькие находить, их сложнее всего найти. Вот. Все стоит приблизительно, каждая чашечка, ну, от 2 евро до 5. Сейчас точно уже не помню, какая сколько, но я с них этикетки когда-то снимала, очищала, а сейчас специально оставляю. Знаете, так интересно, через несколько лет берешь и смотришь, за сколько она там была куплена, вспоминаешь этот момент, где куплено, что это было, да, то есть, ну, как бы интересно очень. Такая память остается. Вот. Я вам показывала эту лапландскую или нет, финская чашечка, тоже очень интересно. Вроде как переведена картинка, да, но в то же время очень красиво все-таки цветовая гамма так сделана. Местный колорит красиво отображен. Ой, дотянусь ли? Вот. Напишите, как вам моя коллекция. Расскажите, что вы собираете. Может быть, что-то необычное, что-то интересное. С удовольствием почитаю, посмотрю, если у кого есть свой канал. Вот. Так что вот такая вот у меня получилась стеночка. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!